Всем привет! Сегодня поделюсь информацией по поводу всех вот этих прекрасных роликов, как люди нашли какое-то божественное райское место. Вот последнее я увидел про Филиппины, что там можно жить очень долго на ВНЖ, и все очень дешево, и при этом шикарный сервис. А недавно я видел ролики и про Вьетнам, где люди рассказывают, что они снимают какую-то там замечательную комнату во Вьетнаме и кушают за $1, и вообще такая шикарная жизнь у удаленщика за очень дешево и доступно. И таких роликов очень много и много и много, заканчивая теми же постами и роликами про то, что вот смотрите, в Москве можно купить там за такую-то сумму однушку, а где-нибудь в Таиланде можно купить там огромную виллу и кайфовать на берегу океана. Ну, во-первых, давайте начну с конца и постепенно вам развею многие мифы касаемо всех этих тем. Во-первых, в Таиланде нету продажи недвижимости, как и на Бали, в Индонезии, Филиппинах и так далее. Почти везде в Азии распространена форма по аренде недвижимости в долгосрок. Сразу забегаю вперед, пока еще не знаю ни одного человека, который бы реально купился на недвижимости, и это ему бы очень сильно помогло. Второе, не нужно забывать, что у вас нет гражданства местной страны, и даже если вы купили себе виллу, то, вы не получаете от этого каких-то особо привилегированных прав, вы такой же здесь турист и человек, который, мало нужен. То, что ты купил виллу, красавчик, но это не значит, что тебя сберегут от каких-то проблем. У меня была история на Бали, когда женщина купила себе виллу, причем за $250 тысяч. Опять же, повторюсь, это была долгосрочная аренда на 20 лет. И по итогу ее депортировали за то, что она, пока вилла строилась, жила в другой вилле, решила найти соседку на эту виллу, выложила объявление в русском ТГ-чате, через 5 минут ей приходит сообщение из иммиграции, вызывая вас на собеседование. Ну а там уже начинается дальше вся процедура по депортации с предложением взяток. Это я к чему? Что даже покупка недвижимости, даже КИТОС покупка недвижимости, КИТОС это ВНЖ на Бали, аналог, никак не помогает людям чувствовать себя как дома. Это тоже нужно держать в уме. Теперь возвращаемся к ценам. Вот когда я увидел эти ролики про Филиппины, про Таиланд, Вьетнам и тому подобное, я вдруг задумался, а что, неужели та же самая Индонезия и остров Бали в частности прям сильно дороже, чем какой-нибудь Вьетнам? И когда я начал анализировать блоги, я все это скормил яичкам и попросил вытащить цены, про которые люди говорят. И сделал одну интересную особенность. Я попросил, чтобы мне цена была в местной валюте, в рублях, в долларах и в индонезийских рупиях, потому что я очень хорошо разбираюсь и ориентируюсь по рупиям индонезийским. И что я обнаружил? Я обнаружил то, что на Бали и кофе можно найти дешевле, чем во Вьетнаме. И, в принципе, когда автор видео какого-нибудь пишет, что вот, я там поел на такую-то сумму, такое-то блюдо, и мы не всегда ориентируемся, не всегда понимаем, это нормально или нет, где-то дороже или дешевле. Так вот, если есть в местных заведениях на Бали, так называемых варунгах, и в которых, в принципе, очень вкусно. Если вы знаете хозяина и знаете, что там нормально на кухне все происходит, я ни разу не травился в Индонезии. Но я, конечно, не ел прям в каких-то совсем дауншифтерских забегаловках. Я ел вот в классных ресторанах, и в некоторых из них вообще потрясающие блюда, уникальные просто были. И, да, в принципе, те же самые цены, что и по низу рынка во Вьетнаме. Я сравниваю жилье и понимаю, что вот парень, который прожил 2 года реально во Вьетнаме, описывает, что за что можно получить, то есть там, допустим, такая сумма, одна комната, такая сумма, уже своя квартира, такая двухкомнатная, трехкомнатная вилла и так далее. Я сравниваю эти цены, глядя на цены в рупиях, которые мне знакомы, и я понимаю, что та же самая картина происходит на Бали. То есть, да, есть некий рынок туристический, это значит, что вы будете платить за суточно все, дорого, переплачивать и тому подобное, это все понятно. Но когда вы приезжаете туда для зимовки или как экспат для релокации, то вы начинаете понимать, что есть как бы второй слой цен, вот именно для людей, которые живут долго. И там можно находить потрясающие объекты, вещи, цены. И тем самым я осознал, что, оказывается, я сам был в шоке, оказывается, жизнь на Бали не дороже, чем во Вьетнаме, даже если вы живете там вне турзоне. Это было для меня самого удивительно. Та же самая история была с ресторанами, с ценами на кофе, на байки, на медицину, на все остальное. Я вдруг для себя обнаружил, что, оказывается, Индонезия и Бали, в частности, не сильно дороже, если ты начинаешь жить уже как релокант, то есть
ориентироваться примерно в ценах и как это все правильно искать. Поэтому, если вдруг вы сейчас рассматриваете для себя проживание в другой стране, со всеми событиями, которые происходят, да, релокацию, я могу вам сказать, на сегодняшний день, проанализировав огромное количество стран, потому что я сейчас поднимаю сервис для релокации, который у меня в свое время хайпанул 4 года назад, когда была мобилизация. Так вот, я сейчас обнаружил, что, оказывается, Индонезия довольно-таки интересная страна для релокации, причем очень быстрой, потому что буквально за 2 недели, если не берем там всякие ускоренные штуки и тому подобное, буквально за 2 недели вы можете получить аналог ВНЖ, по которому вы приезжаете, через турникеты проходите, и к вам никаких вопросов вообще не будет на ближайший год, и это все стоит там в районе $650, и у вас идет полная легализация. Вообще, я считаю, шикарно для тех, кому нужно быстро поехать. На $100 дороже, и уже вы через 5 дней эту визу получаете. Вы приезжаете, и вы можете обратиться ко мне за помощью, можете сами поискать заранее. Вы в любом случае можете найти себе и байк нормальный долларов за 100, как по всей Азии, и заведение, где вы можете питаться нормально и вкусно, как по всей Азии, оказывается, недорого. И жилье, в принципе, сопоставимо вашим хотелкам, бюджету и возможностям. Поэтому я предлагаю вам обратиться ко мне, у меня есть сайт, я его сейчас делаю, в разработке есть бот, есть приложение MiniApp, и вы можете там, в принципе, обратиться ко мне как менеджеру, я вам помогу по направлениям, такие как Таиланд, Индонезия, Непал, и я свой список буду расширять. Поэтому я лично от себя рекомендую Бали, потому что, во-первых, классное распиаренное место, во-вторых, в принципе, везде плюс-минус одинаково на свой вкус и цвет, а в-третьих, очень доступная и понятная легализация без больших проблем. Особенно, когда есть люди, которые знают, как их решать.